Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на январь для весов, для восходящих, лунных и солнечных весов. И прежде чем вы приступите к просмотру этого видео, если вы на моем канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы смотрели правильный прогноз, и чтобы он у вас работал, самое главное, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на обучение по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. Но про ссылку, если говорить, то постройте, пожалуйста, свой гороскоп в ведическом стиле, узнайте свой восходящий знак. Если вы не знаете точное время своего рождения, то в таком случае постройте гороскоп на то время, которое вам известно. И посмотрите знак зодиака Луны, в котором знаке у вас находилась Луна в день вашего рождения. В первую очередь для восходящего знака желательно смотреть прогнозы, но по знаку зодиака Луны они тоже очень хорошо работают. Также под каждым видео пересчитаны даты, в которых Солнце находилось в тех или иных знаках зодиака. Это тоже, в принципе, такой рабочий вариант прогноза, но не настолько точный, как по знаку зодиака асцендента, восходящего знака и Луны. Ну и если вы вообще не хотите заморачиваться, переходить по ссылкам, строить гороскоп, разбираться в этом, то тогда вы можете писать в комментариях под видео дату, время, место вашего рождения, те, которые вы знаете. Я посчитаю для вас, посмотрю ваш гороскоп и напишу, для какого знака вам смотреть прогноз. И теперь давайте говорить о тенденциях января 2026 года, 26 года для весов. Первое январское событие — это у нас полнолуние в вашем девятом доме гороскопа. Полнолуние — это что-то завершающее, окончание какого-то процесса, проявление какой-то ясности по тем вопросам, которыми вы занимались, либо, может быть, вы ожидали какого-то решения. Девятый дом — это дом, который у нас отвечает за образование, обучение, за зарубежные организации, за заграницу в том числе, за отца, учителя, руководителя и за такие вот организации, как адвокатура, нотариат и все в таком роде. И, значит, полнолуние в девятом доме гороскопа может давать такое завершение каких-то процессов в государственных органах власти, ответ какой-то от отца, ответ какой-то от руководителя по вашему личному запросу, смена, допустим, репетитора, либо окончание какой-то учебы, зарубежная поездка в том числе, либо какой-то контакт с зарубежными организациями, контакт с духовными организациями, потому что духовные организации у нас тоже относятся к девятому дому гороскопа. Ну и я напомню, что начало января вы встречаете со скоплением планет в вашем третьем доме гороскопа, которые перешли где-то начиная с середины декабря в ваш третий дом гороскопа, и до середины января будет в вашем третьем доме гороскопа скопление планет, которые будут создавать турбулентность такую в общении, в документах, в коммуникациях, в поездках, в отношениях с братьями и сестрами, друзьями. Это обычно такое достаточно суетливое время, когда у нас много планет в третьем доме гороскопа. И фокус постепенно начинает смещаться в четвертый дом гороскопа. С 13 января по 5 февраля в четвертый дом гороскопа зайдет Венера. Главная для вас планета, управитель всего вашего гороскопа, хозяйка гороскопа. И там, где хозяин нашего гороскопа, либо хозяйка нашего гороскопа, там главный наш фокус, на что мы в этот период времени направлены, чего мы хотим, что для нас самое важное. Четвертый дом гороскопа — это дом недвижимости, транспорта, дом внутреннего ощущения счастья, то есть нашего психологического состояния, дом мамы, дом родины. И по сути это дом, который для нас является таким прибежищем в каком-то промежутке времени. То есть то место, где мы отдыхаем, восстанавливаем силы,
То есть вы будете направлены на сферы недвижимости, транспорта, возможно, на налаживание отношений с мамой, на то, чтобы с мамой проводить больше времени, уделять больше внимания уюту домашнему, наведению какого-то порядка, красоты. Но больше красоты. Венера у нас это планета творчества, красоты, планета, которая отвечает за удовольствие. Поэтому украшать дом, подбирать шторы, высаживать цветы, развешивать картины. Это все по Венере в 4-м доме гороскопа. Но Венера здесь еще создает такую комбинацию на какие-то и внезапные события, связанные с местом жительства, с мамой, с недвижимостью, с транспортом. Какие-то, может быть, новости, какие-то известия по поводу того места, где вы живете. Есть тенденция на то, что может быть какое-то расхламление, либо кто-то вмешивается в вашу домашнюю жизнь, что-то вмешивается в вашу домашнюю жизнь. Например, внезапно приезжает любимый человек, которого вы и не ждали, что он приедет. Эти транзиты очень хороши, вот именно Венеры конкретно по 4-му дому гороскопа, для того, чтобы заниматься вопросами транспорта в первую очередь. Транспорт — это у нас и самокаты, и велосипеды, и автомобили, и вертолеты, и самолеты, и пароходы, все, что связано с движением, это у нас транспорт. И может быть желание тоже транспортом заняться, выбрать машину себе, что-нибудь присмотреть, либо заняться в том числе и украшением машины, то есть, например, покрасить ее, либо обновить обивку, что-нибудь в таком роде. Этот же транзит может быть на такое немного расхламление, особенно вот перебрать одежду, ту, которую вы не носите, может быть, кому-то отдать, либо лишнее убрать. Цветы точно так же, может быть, какие-то лишние отдать, попересаживать, раздать знакомым. То есть как будто бы немножко уменьшить количество тех вещей, которыми вы не пользуетесь, вот по Венере, связанные с красотой, с уютом и так далее. С 14 января по 13 февраля в 4-м доме гороскопа будет Солнце. Солнце обычно проясняет, высвечивает какие-то вопросы, связанные с тем домом, по которому оно идет. Может быть, выносит на поверхность, может быть, становится что-то очевидным, понятным, либо появляются какие-то вопросы. То есть не думали о том, что вот надо этим заняться. То есть вдруг раз Солнце зашло в 4-й дом гороскопа, становится понятно, что вот этот вопрос нужно решить. Солнце в вашем случае еще может указывать на трату денег, на обустройство, опять же, места жительства, на покупку машины, земли, недвижимости, либо просто на какую-то обстановку, подарки маме дарить. Тоже такое может быть. В этот транзит Солнца, в целом, в транзит Солнца по 4-му дому гороскопа могут быть какие-то домашние праздники, домашние мероприятия, когда вы гордитесь своим жильем, показываете его всем, либо просто, может быть, рассказываете о том месте, где вы живете. И еще в этот период транзита Солнца по 4-му дому гороскопа кто-то из весов может получить предложение о работе. Особенно от друзей, либо от того, что вы там что-то сделаете, общественное какое-то дело, либо в какой-то группе людей себя проявите. И в таком случае, то есть если для вас это актуально, если вы ищете работу, то вы можете предложение по работе какое-то получить. Вообще эти транзиты по 4-му дому гороскопа, они все могут у нас влиять и на работу в том числе. Поэтому Венера может давать, вот когда она зайдет, и какие-то внезапные перемены в работе, и вероятность даже уволиться либо уйти в отпуск, а Солнце может означать какое-то предложение. С 16 января по 23 февраля в 4-й дом гороскопа зайдет Марс. Марс тоже, как и Солнце, говорит о том, что мы тратим деньги на дом, на то место, где мы живем, на землю, недвижимость, на транспорт, на маму тоже, на то, чтобы свое внутреннее ощущение счастья немножко откорректировать. В целом мы черпаем ресурсы из того места, где мы живем, либо мы черпаем ресурсы от мамы. Может быть, мама оказывает нам какую-то морально-психологическую поддержку. Но, конечно, с мамой ресурсы могут быть связаны таким образом, что мама их может и тратить, потому что Марс — это планета конфликтов, и с мамой могут быть и неровные отношения, либо в целом у мамы запланирована какая-то операция на этот период времени, либо лечение зубов, либо что-нибудь в таком роде. Также Марс может указывать на то, что, как и Венера, кстати, что могут приезжать к вам
в гости партнеры, парень, девушка, либо вы вместе где-то можете пожить вместе, если вы не живете вместе, либо просто съехаться, наконец начать жить вместе. Партнер может вам помогать по дому или в связи с вашим транспортом какие-то дела решать, либо помогать вам с вашей мамой дела какие-то решать. То есть какая-то помощь партнера может быть по 4-му дому, вот этому недвижимости, транспорту, место жительства и маме. С 17 января по 3 февраля в 4-й дом гороскопа заходит Меркурий, планета информации, коммуникации, подвижности. Меркурий у вас напрямую формирует такую тенденцию на то, чтобы отправиться в дальнюю поездку, либо в длительную такую поездку, либо еще что к вам могут приезжать в гости, к вам могут приезжать в гости друзья, к вам могут приходить в гости представители государственных органов, отец, учитель, руководитель, какие-то тоже такие духовные люди. Может быть даже так, что, например, репетитор к вам ходит в этот период времени на дом, и вы занимаетесь. В целом, когда Меркурий идет по 4-му дому гороскопа, у нас возрастает интерес к теме недвижимости, к теме транспорта. То есть Меркурий здесь у нас это все усиливает, больше интересоваться, например, а сколько сейчас стоит квартиры, а сколько сейчас стоит там такая-то машина, как купить, как арендовать, поиск, может быть, даже, например, арендного жилья, гостиницы какой-то. Много разговоров с мамой и вообще, может быть, много и перемещений. 4-й дом у нас тут такой получается турбулентный. По 4-му дому гороскопа обычно у нас с такой турбулентностью много перемещений, когда вы сегодня там, завтра там. Ну и дома по этому Меркурию много писать, много читать, много чего-то обсуждать. В целом дома много разговоров, а много разговоров часто бывает, когда дома много гостей. И 18 января будет новолуние в этом же самом 4-м доме гороскопа. Новолуние это что-то новое, то есть что-то новое в 4-м доме. Это у нас, например, новая мебель, новый этап в жизни мамы, новое место жительства, новая машина, новая квартира, новая прописка, новый контракт на съем жилья. То есть что-то новое, связанное с местом проживания, либо с недвижимостью, с транспортом, либо с мамой. Поэтому вот эти вот все транзиты, они по 4-му дому гороскопа указывают на то, что вы активно будете решать какие-то вопросы, связанные с местом вашего жительства. Но новолуние в 4-м доме гороскопа, оно у нас напротив дома, связано с работой и статусом, поэтому по работе тоже могут происходить активные перемены, и тоже что-то новое может быть и в работе. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на январь 2026 года для весов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока!